Ну привет! Думаю, вы решили посмотреть этот ролик по одной как минимум из трех причин. Первое. Вы задумываетесь о покупке iPhone SE 2020. Второе. Вы уже купили iPhone SE 2020 и вам просто в очередной раз хочется убедиться, что вы сделали правильный выбор. И третье. Вам просто интересно. В любом случае в этом ролике вы точно узнаете про мой годовалый опыт использования этого смартфона, обнаруженные плюсы и минусы, решение некоторых проблем в этом смартфоне и, возможно, ответ на вопрос, стоит ли его покупать в середине 2021 года. Меня зовут Арут, вы на канале Just Use, приятного вам просмотра. До покупки iPhone SE второго поколения я много лет пользовался его предшественником SE первого поколения. Культовый смартфон с габаритами зажигалки. Я безумно люблю выжимать максимум из своих гаджетов. SE тогда, естественно, не стал исключением. 1000 фотографий, куча роликов, записанных аудио, пройденных игр, просмотренных фильмов и сериалов, прочитанных книг, статей и всего того, что можно было сделать, имея самый крохотный iPhone. И вот когда очередное желание купить себе что-то поновее сравнилось с определенной суммой на счету, я решил купить себе SE второго поколения. Я сразу же кайфанул от первого промо-ролика на канале Apple, честно, сразу же понял, что хочу приобрести себе этот смартфон, особенно когда узнал про камеру, процессор и то, что в белой версии будет черный перед. Незабываемое ощущение. К слову, да, купил я себе в итоге белый и, как по мне, самый симпатичный вариант. При этом я специально искал американца, чтобы кайфануть от отсутствия каких-либо надписей на тыльной стороне, но, естественно, недолго. А все потому, что на следующий день я заказал себе фирменный кожаный кейс синего цвета. Кейс офигенный, дорогой, но зато сочетается с белым айфоном, с моим кошельком и визитницей. И что немаловажно, так же, как и любая качественная кожа, очень красиво состаривается. Про внешность особо ничего не расскажешь. Спереди это та же шестерка, 6s, семерка, восьмерка. Этим вас не удивить, это факт. Многие кричат про толстые рамки. Да, они толстые, если сравнить с любым айфоном поновее. Но я покупал смартфон с устаревшим дизайном осознанно. Я хотел попользоваться хотя бы годик смартфоном именно из серии компактных iPhone с Touch ID. Как-то не хотелось пропускать все задумки дизайнеров тех годов, ведь такого больше не будет. Обновиться на безрамочный смартфон можно в любой момент, а вот вернуться обратно не всегда. И про внешность я могу сказать лишь следующее. Мне безумно нравится, как выглядит SE второго поколения. Я прям кайфую. И, естественно, мне интересно, нравится ли вам дизайн SE 2020. Напишите в комментариях. Далее все будет по порядку. Если не заметили, то я оставил тайм-коды в описании, чтобы вы могли сразу же перейти к любой интересующей вас теме. Про внешность и первые впечатления я уже рассказывал. Далее производительность, камера, автономность, конкуренты, плюсы, минусы и итог. Как и ожидалось, купертиновцы запихнули в новый SE процессор A13. Такой же был установлен в 11-м айфоне. Имея на борту этот процессор плюс 3 гигабайта оперативки, да еще и маленький экран с низким разрешением, SE-шка прям ракета. Реально. Любую игру, приложение без проблем можно запустить и пользоваться без страданий. Лаги, тормоза возможны лишь изредка. И хоть я играю только в Спанч Боба из каталога Apple Arcade, многие популярные игры по приколу я все же устанавливал, чтобы в очередной раз убедиться, что процессор тут не из робкого десятка. И вообще, iPhone SE, как по мне, будет выполнять поставленные задачи с той же скоростью, что и сейчас, как минимум еще 3 года. Поэтому с производительностью тут все окей, за это можете не переживать. Даже обновления будут прилетать до 2024 года. По логике это будет iOS 18 версии. Ну что, подождем. Камера. Моя любимая тема. Фронталка обновилась и стала лучше, чем в старых iPhone. В принципе, это все, что я посчитал нужно вам сказать. А вот основная камера прям зачет. Она то ли как в восьмерке, то ли как в XR. Лично я так и не понял до конца. Мне больше было важно понять, на что она способна в реальной жизни. Ведь я фотографирую и снимаю ролики. Из того, чем я действительно пользуюсь и по сей день, это 4К 60 FPS, это 4К 24 FPS, таймлэпс, режим
режим стандартного фото и изредка панорама. Все остальное, например, портретный режим, который нравится многим, но не мне, slow-mo, который смартфон снимает сам, причем только в Full HD и с не самым качественным изображением, встроенные фильтры, HDR, Live фото, это все есть, и этим лично я не пользуюсь от слова совсем. Поэтому расскажу про функции, перечисленные ранее, и начну с 4К 60 FPS. Я часто снимаю в этом режиме для того, чтобы преобразить отснятый ролик в качественное замедленное видео. Если интересно как, какие секреты и вообще что нужно знать, чтобы снимать красивые ролики на iPhone, напишите в комментариях, и я обязательно расскажу вам в одном из последующих роликов. Далее режим 4К 24 кадра в секунду. Я пользуюсь для съемок остальных роликов. Это может быть основной материал, дополнительные кадры, сторисы в Instagram и многое другое. 24 кадра — это киношные настройки изображения, правильное размытие движущихся объектов, и на самом деле про 24 кадра лучше посмотреть отдельные ролики, в которых объясняются все прелести этих настроек. В этих роликах, кстати, вам наверняка еще и расскажут про выдержку 1/48, и этот параметр, ровно как и ISO или диафрагму, нельзя поменять в iPhone в стандартном приложении камера, причем не только на SE. И хоть и автоматика, как правило, снимает неплохо, для дальнейшей обработки роликов я все же рекомендую снимать с ручными настройками, которые имеются в сторонних программах. Бесплатные я, к сожалению, не знаю, потому что, как правило, в них куча рекламы или урезанный функционал, а из платных я когда-то выбрал приложение Moment. В этом приложении можно изменить любые настройки, подключить стабилизаторы и даже снимать обесцвеченное видео для дальнейшей цветкоррекции. И почему я так долго вел к этому приложению? Moment — это американский бренд, знаменитый среди мобильных контент-мейкеров не только своим крутым приложением для съемок фото и видео, но и по изготовлению, пожалуй, лучших мобильных линз с разным фокусным расстоянием. Одну из таких линз, а именно 18-мм ультра-вайд, я когда-то приобретал для своего SE перед тем, как отправиться в отпуск в город Калининград. И тогда мне даже не пришлось доставать зеркалку. Фотки и видео получились просто сок. Про эту линзу, кстати, я подробно рассказывал на своем личном канале. Если интересно, ссылку оставлю в описании. Так вот, если вы, например, не хотите покупать SE только потому, что в нем нет ультраширика, то знайте, что за плюс-минус $120 можно прокачать камеру в смартфоне, нацепив ультраширокую линзу, и она будет фотографировать намного качественнее, чем встроенный объектив в том же 11-м айфоне. Этой камеры более чем достаточно, чтобы начать снимать ролики и запустить свой YouTube канал, например. SE вам подойдет даже если вы мобильный фотограф, и фотографии с этой камеры можно спокойно выложить в Instagram, гордо подписав, на что сфоткали. Естественно, про семейные фото предметов из повседневной жизни я и вовсе молчу, тут качество вам точно не может не понравиться. А вот отсутствие ночного режима, как по мне, главный минус этой камеры. Ночью фоткает не так круто, как днем. Чтобы сделать нормальную фотку, нужен штатив и ручные настройки, и причем вы тоже начнете возмущаться, когда узнаете, что в iPhone 11 этот режим есть, несмотря на то, что процессоры одинаковые, и режим реализован софтверно. В любом случае, SE — это компактный инструмент для фотографа и контент-мейкера. Просто поищите на YouTube Shot on iPhone SE 2020, и вы все поймете. Ладно, про камеру, думаю, все сказал, поэтому идем дальше. Пожалуй, самое печальное в SE — это автономность. В смартфоне установлен аккумулятор емкостью 1821 мАч, и этого лично мне крайне не хватает. Да, многие техноблогеры утверждают, что у них смартфон спокойно доживает до позднего вечера, но лично с моим сценарием использования заряжать SE приходится как минимум 2 раза в день. И это не так критично, если вы передвигаетесь на автомобиле, на метро в современных вагонах или имеете пауэрбанк в рюкзаке. Если у вас есть возможность подзарядить смартфон, то жить в принципе можно. Но опять же, оценить автономность можно, если вы знаете свой
свой сценарий использования. Если не играть в игры и не пользоваться навигатором, включить режим экономии и пользоваться лишь Safari, YouTube и, например, Instagram, то в принципе до вечера вам, возможно, хватит. Если ко всему вышеперечисленному добавить карты, TikTok и, например, видеозвонки, то батарейка будет таять на глазах. Из решения проблемы первый и, пожалуй, самый офигенный вариант — это покупка фирменного кейса со встроенным аккумулятором. Новый для SE 2020 обойдется вам примерно 8000 рублей. На том же Авито можно найти варианты от 3000 рублей, но, как правило, они будут очень сильно потрепанными. К слову, емкость такого чехла 2365 мАч, и этого хватит на одну полную зарядку смартфона с копейками. Второе — купить мощный адаптер с хорошим кабелем. У меня, например, от Ugreen на 20 Вт с поддержкой технологии Power Delivery, и с ним iPhone заряжается прям очень быстро. И в принципе, если иметь такую зарядку, вам остается лишь найти розетку и быстро подзарядиться хотя бы наполовину. Ссылку на адаптер на всякий оставлю в описании. Ну и третий вариант — это какой-нибудь компактный Powerbank с быстрой зарядкой, который спокойно сможет зарядить ваш телефон несколько раз. А вот готовы ли вы весь день таскать его с собой, это уже отдельный вопрос. Еще один популярный вопрос: что можно купить вместо SE 2020 сейчас? Смотрите, если откинуть БУ рынок, то iPhone SE с 64 гигабайтами встроенной памяти можно купить за плюс-минус 35 тысяч рублей. Из альтернатив за эту сумму я бы рассмотрел Pixel 4a, прекрасное устройство с очень крутой камерой, Realme GT 5G, Redmi Note 10 Pro и, например, Mi 10T. С этими ребятами вы и вовсе забудете про розетки, у них прекрасная автономность, безрамочные экраны и мощное железо. Также, если добавить всего 2000, то можно найти iPhone XR в минималке. Этот смартфон, кстати, один из самых продаваемых на сегодняшний день, имейте в виду. Теперь поговорим про плюсы и минусы. К плюсам можно отнести хорошую ремонтопригодность SE 2020, замена разбитого экрана, динамиков или, скажем, аккумулятора вам точно будет по карману. Также, учитывая этот факт, SE-шку можно смело носить без чехла и защитных стекол, получая удовольствие от тонкого корпуса, стекла и алюминия по бокам. Но и при этом не забывайте про море аксессуаров, которые можно купить даже на ближайшей автозаправке. Причем аксессуары подойдут даже от 7 или 8 айфона. Да и на самом деле мелких плюсов в этом смартфоне очень много. Например, поддержка eSIM, который прекрасно работает на территории России, неплохие стереодинамики, встроенные микрофоны и быстрый сканер отпечатков пальцев, который, кстати, срабатывает почти всегда. Ну и, конечно же, минусы. Их тоже немало, они не критичны, но часто дают о себе знать. Например, отсутствие 3,5 мм джека. Знаю, что все про него давно забыли, но лично я очень скучаю. Экран, по цветам все ок, но вот разрешение. Пиксели видны, как бы вы это ни пытались отрицать. Ну и если придраться, то отсутствие 3D Touch. Как по мне, это дико удобная функция, которую убрали еще в iPhone 8, хотя могли бы и оставить, почему бы и нет. Как-то так, друзья. Если подытожить, то лично мне iPhone SE 2020 нравится и полностью устраивает. Это отличный смартфон для создания контента и выполнения большинства ежедневных задач. Ко всему этому прибавьте доступную цену и все ранее перечисленные плюсы и минусы, и, возможно, вы получите ответ на вопрос, стоит ли покупать его в 2021 году или нет. На этом все. Спасибо, что посмотрели этот ролик до конца. Подпишитесь на канал. Увидимся. Пока.